Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационе. Цыганский старинный расклад и прогноз Таро на будущее. Что скоро произойдет в ближайшем будущем, в течение марта 2026 года. Что прояснится в вашей жизни. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуемой, события ближайшего времени это подтверждают. Но давайте все же рассмотрим один из возможных альтернативных вариантов развития событий. Так что будет дальше? И как быть в этом сложном мире? Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, тем не менее здравого смысла. И на картах цыганского старинного пасьянса мы с вами узнаем вот в ближайшее время. Вот буквально, может быть, скоро произойдет, где-то и в течение дней, или то, что как оттолкнуться нам нужно, да, от какого-то события. То есть как сейчас вот будут складываться события. Может быть, это у кого-то из вас уже совпадает или совпадет с тем, что происходит или происходило ранее, может быть, буквально недавно. И попробуем от этих событий или от того, что у нас на сегодняшний день, что сейчас есть, оттолкнуться, чтобы сложить какую-то красивую палитру развития событий. Тем не менее, мои дорогие, радость какая-то у вас практически на пороге. Смотрим, что там для овнов. И не только. Вас обрадует исполнение желания. Корабль– один из символов Меркурия. Но точно так же я должна сказать, что вам это как по судьбе. Вот смотрите, практически в одном квадрате у вас совпадают три значения. И здесь, смотрите, есть еще какая-то персона. У кого-то это личная жизнь, прочный союз по узлу. У кого-то из вас это может быть и любое какое-то партнерство. Ну, давайте пойдем дальше, разложим все подсказки карт. Что же тут нам еще расскажет? Ну, для вас благополучное время. Смотрите, выпадает благополучие, голубь. Когда благополучие вот это в виде голубя сходится, я обычно говорю, что у тебя все хорошо. Даже есть какая-то завируха, да, как будто в жизни. Но потом она, значит, как-то успокоится. Да, действительно, для вас надежное партнерство имеет принципиальное значение в наше сложное время. Прочный союз, прочная связь. Мои дорогие, а у кого-то вот когда совпадает и крест, тут прямо именно по судьбе, у кого-то судьбоносное знакомство, у кого-то подготовка к свадьбе. Вот какие бы ни были времена, жизнь все равно идет вперед, правда? Или пусть это не буквально подготовка, а вы начнете об этом думать, говорить. И в нашем пасьянсе мы можем сложить то, что выпало в значениях в крайних рядах. Вот смотрите, у вас выпадают денежки. Ну, я надеюсь, это видно. Вот именно эти две крайние карты. Поэтому получение денег или решение вопроса по части финансов не исключаю. Что мы можем еще тут с вами соединить интересного, хотя у вас все практически добрые значения. Поэтому как тут какой-то и вопрос может решиться, действительно исполнение желаний. Или когда какая-то проблема, или то, что вот вы задумали, как будто получится осуществить. Но знаете, это будет еще где-то подсказывать, да, у вас тут любовь еще выпадает, мои дорогие, любовь, искренность. А может быть, это два союза, да? Один где-то по бизнесу, по работе, а другой по личной жизни. Это все укрепляет, мои дорогие, ваше положение, дает чувствовать себя уверенно, надежно и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне, в наше сложное время. Ну, Овен всегда воин. И я имею в виду это вот состояние воина в душе. Но, видимо, это не значит, конечно же, не символизирует то, что мы тут со всеми спорим, боже упаси. Я не совсем не об этом. А Овен способен преодолевать трудности, сложности. И вот, видимо, ваши черты характера в это сложное время для вас самих, именно для вашего личного счастья, для исполнения желаний, раскроются как с новой стороны, с новыми возможностями. Однако пойдем с вами дальше. И на картах Таро давайте мы уточним немножко. Вот ведь явно, да, жизнь не бывает полностью предсказуема, и что-то мы сейчас можем не видеть. Так вот, что скрыто от вас? О чем вы не подозреваете? Ну, где-то на будущее это нужно предусмотреть. И вот давайте узнаем, вот это скрытое или тайное, что же это прояснится или станет явным?
Из какого вопроса? Может быть, это где-то совпадает с тем, что вам сейчас покоя не дает. И что будет дальше? К чему все идет? К чему приготовиться? Как дальше будут развиваться события? И, конечно, по основным сферам жизни, что ждет вас в жизни личной и в отношениях в целом? Что ждет в работе, в делах, важные встречи, согласования, ваши планы? Ну и финансы тоже. Что ждет? Итак, что же там скрыто от вас? Чего вы не видите, о чем вы не подозреваете? Вы что-то будете завершать, мои дорогие, в чем-то ставить точку. Может быть, вы подозреваете, все же это та карта, которая, именно о завершении говорит, да, потому что мы именно сами устали, нам самим уже что-то надоело. И, у нас сейчас такие транзиты, я уже не останавливаюсь подробно, вы можете все прочитать на моем сайте, все ссылки в описании под видео. Но у нас сейчас с вами такое время, когда словно жизнь нам до 20 марта, это как минимум, будет или может что-то возвращать. Неважно, это какой-то вопрос, дело, документы, отношения, у кого что, для того, чтобы это было правильно завершено или какие-то точки над «и» были расставлены. Правда, вы решаете какую-то финансовую проблему. Для кого-то из вас эта карта будет свидетельствовать о том, что, ну, может быть, платеж какой-то важный вы сможете совершить, а может быть, для кого-то из вас наоборот, когда деньги ваши где-то подзастряли, и здесь, значит, из-за этой путаницы. Я такое вполне могу предположить, или когда у вас, ну, знаете, как-то сложновато было с финансами, и здесь вы пересмотрите полностью финансовую стратегию. Вот это точно, приготовьтесь. У вас именно тема основная, который вы будете до конца марта пересматривать, это финансы, откуда приходят, каким образом. Может быть, вот это, знаете, как дебет-кредит, приход, расход. Это в центре вашего внимания. И у вас это все получится, по сути дела. Может быть, это для кого-то даже решение вопросов, которые через финансы, да, может быть и так, платежи опять же какие-то. Так что же тут станет явным, давайте узнаем. А знаете почему? Вы что-то будете пересматривать, поймете, вот по части окружения, кстати. Пятерка жезлов будет говорить, ну, это карта информационного хаоса, но также это та карта, которая говорит о не очень надежных людях, прямо скажем. Поэтому вполне вероятно, вы сами, как переосмыслите некоторые отношения, поймете, что целесообразно от кого-то отказаться, правда. Может быть, это не значит, что мы кому-то что-то доказываем. Нет, тут мы сами скорее, как знаете, отступаем полшага назад, потому что не имеет смысла что-то обговаривать заново или чего-то там доказывать. Тут мы именно стараемся как-то дистанцироваться от всего того, что забирает наши силы, взамен не давая ничего. Вот вы четко расставите все по местам, порядок как будто наводите, причем спокойной энергии. Более того, мои дорогие, эта карта вам наоборот дает, ну, как возможность стабильности. Все же по аркану умеренность. Я уже не рассказываю подробно исторические символы, на которых основана эта карта, но будьте внимательны, что станет явным. Здесь вы можете получить какую-то новость, которая даже может граничить с тем, что вы случайно узнаете тайну или чью-то тайну. Или для вас прояснится резко какой-то вопрос. По аркану умеренности, знаете, проходят такие ситуации, когда не было бы счастья, да несчастье помогло, правда? Или когда поворотные такие моменты в нашей жизни, когда у нас открываются на что-то глаза. Ну, не видели до этого, а тут осенило. Вот такое может быть. И будьте внимательны к знакам судьбы, потому что по этой карте не случайные случайности. И вот именно вы разбираетесь в какой-то путанице. Абсолютно точно тут будет прояснена какая-то тема, а может быть и несколько, судя по картам пасьянса. Так что же будет дальше? К чему приготовиться? Тем не менее, какое-то словное испытание вам еще может прийти. Здесь еще есть какие-то персоны, смотрите, по пажу чаш. Конечно, мы можем сказать, с одной стороны, это хорошее настроение, да, и на этом завершить вот наш этот основной как бы верхний ряд карт. Но все-таки не все так однозначно, потому что молодой человек как будто бы мечтает. Мечтает и наделяет людей теми качествами, которыми они не обладают. Вот не замечтаться на последующий период будет тоже важно, потому что мы спросили, к чему приготовиться. То есть вот те выводы, которые вы делаете сейчас, как будто не соскользнуть на уговоры
или самому не соскользнуть, если вы приняли окончательное решение, поставили цель. Мы все разные, да, хоть, конечно, воин, Овен, как я сказала, или это тот человек, который умеет ставить правильные принципы и ими действовать, или во имя их действовать. Но, знаете, кто-то может присоседиться, а вам может показаться, что у вас именно совпадают вот какие-то общие горизонты с каким-то человеком. А тут в верхнем правом углу у нас поросенок с крыльями, а нам карта говорит четко, свиньи не летают. Да вот давайте мы с вами посмотрим. Все-таки тут окружение, надежные люди. Правда, вот смотрите, будут еще какие-то персонажи, которые будут пытаться, не случайно первая карта, как будто вас тянуть в тот вопрос, куда вам не надо. Или по этой карте будут пытаться на вас воздействовать вот конкретно, зная, что вы получаете деньги или что вы очень ресурсный, вас будут пытаться втянуть в какое-то дело или вопрос. Опять же, вам туда не надо. Для кого-то из вас это страстная любовь, пусть лучше так проиграется. Но будьте внимательны к новым, может быть, знакомым, мои дорогие овны, потому что, как и ненадежные люди по пажу чаш, да, которых мы еще недостаточно хорошо знаем. Но ведь по карте дьявола это всегда зависимая ситуация. Поэтому иногда вопросы страсти, как-то зависимость какая-то есть. Но и для вас будет очень важно не попасть в финансовую зависимость. Так к чему же приготовиться? К надежности, к надежным людям. Это все то, что я уже сказала. К той траектории, когда вы можете что-то просчитывать на практике. Когда, ну, неважно, с чем вы сталкиваетесь, будь то люди, будь то ситуации, будь то это именно ваши планы, мои дорогие. Ведь карта королевы Пентакли– это та, которая умеет навести порядок в жизни. Вот вы еще какой-то порядок в жизни будете наводить. Но карту отличает, что она умеет сказку сделать былью. Кого-то это, кстати, может касаться даже прояснения личных отношений. И я не исключаю, что перевод отношений, может быть, и была какая-то страстная любовь. Да, вот давайте рассмотрим с позиции личной жизни. Но некоторые вопросы, они не были проговорены, не было каких-то искренних бесед. И есть какая-то мысль, которая крутится в голове, вам покоя не дает, вы можете кому-то не верить тоже. Но вот это притяжение страстное, все-таки как будто вас, ну, есть желание, будем говорить, продолжать отношения. Вот тогда тут должно быть, знаете, как на берегу, все прояснено, важные разговоры, глядя друг другу в глаза. Тем не менее, у вас ведь верности карта выпадает. Поэтому не храните в себе, а с определенной долей дипломатии максимально проясняйте все то, что, знаете, зыбкое, или то, что, как знаете, двойственное. Это вам тоже вторично дает возможность и определиться с людьми, с партнерами, как в личной жизни, так и, может быть, все-таки пентакли. Поэтому могут быть дела, работа, бизнес или партнеры по бизнесу. Здесь самое главное самим на что-то не закрыть глаза. Что ждет в жизни личной? Ну, по двойке жезлов тут, в принципе, все как сложилось в какой-то предыдущий момент, оно так и будет продолжено. С чем это связано, хочется спросить. Тем не менее, колесо фортуны. В жизни личной фортуна присутствует. И, может быть, это старший аркан будет говорить о том, что как-то благоприятно для вас будут складываться события. И я должна сказать, что для большинства знаков период до 20 марта будет связан с большими эмоциями или с большим количеством, да, когда мы чересчур эмоционируем. Поэтому для вас, видимо, судя по нашим раскладам, по крайней мере, тут два расклада, и Таро, и старинный цыганский пасьянс, я могу предположить, что вы как-то держите осанку на любых поворотах, держите марку, будьте внимательны. Даже если вы где-то сталкиваетесь, ну, с таким эмоциональным более проявлением людей, для вас, вот знаете, как это, ну, как красный свет, можно сказать, куда вам идти не надо. Но здесь даже может быть такая ситуация, я не исключаю. Словно была двойка жезлов, или мы говорим, ну, ситуация выбора, или в принципе, когда ничего не меняется, да, девушка смотрит в окно. Может быть, планы какие-то мы строим, да, по этой карте, но тут, понимаете, его величество случай. Я где-то об этом говорила. И это может касаться вашей личности. Так вот, ваша личность может раскрываться, как, знаете, ваши таланты или ваши, ну, самые лучшие способности. Может быть, это как и даже по части работы или решения сложных вопросов. У вас получится
что-то осуществить, и фортуна на вашей стороне. Так что ждет в работе, в делах? Будут разочарования, но это, знаете, как искаженное восприятие. То есть есть такой момент, я еще до карт говорила, словно что-то возвращается к нам до 20 марта, это как минимум, для того, чтобы окончательно завершиться. У вас может быть такая, знаете, как квинтэссенция или ситуация на пике, но она именно и помогает вот из этой двойки жезлов как будто перейти в карту будущего, тройку жезлов. Это тот момент, когда мы, это по работе, мы уже, может быть, надумали себе и построили какие-то перспективы, потом мы сами можем остановиться на полдороги именно потому, что обстоятельства это требуют. Нам как будто нужно что-то завершить из прошлого, расставить все по местам. Но есть и то, что из прошлого еще мы можем с собой взять в будущее. Вот вы правда тут с чем-то определяетесь? И праздник после победы. И, кстати, очень добрая карта по четверке жезлов. У кого-то могут решаться вопросы по части недвижимости или проживания. Ну, или если вы планируете переезд, значит, тут тоже как-то дела идут в гору. И даже вот на смену разочарованием, посмотрите, само будущее спешит на ваш порог, а следом и праздник. Ладно, а финансы что тут ждет? Ну, в финансах, посмотрите, это такой медленный, но устойчивый рост. Нам сказали, что деньги есть, деньги будут. Но вот это сама по себе стратегия финансовая и тактика, не без этого. Что такое стратегия и тактика? Это новый порядок, это новый жизненный уклад. Я должна сказать, что для кого-то, когда в моих раскладах выпадает эта карта, это может свидетельствовать о том, что в вашем окружении есть тот человек, который может помочь дельным советом. Или, может быть, это партнерские отношения по работе или по вашим планам, новым проектам, ну, все что угодно, да. У кого-то это может быть и учеба. Все же по этой карте идет детализация. Мы сами понимаем, что нам как изучить инструкцию или нужно что-то детализировать, быть внимательным к мелочам. Но, тем не менее, есть такой человек, который как будто с вами заодно. Кого-то может выручить буквально финансами, к примеру, и если необходимо сделать какой-то платеж. А также эта карта может свидетельствовать, что это даже ну, какое-то официальное лицо, которое вам может помочь дельным советом. И явно тут прогресс, который мы продумываем по финансам, лет на 10-20. И иногда по этой карте идет марафонский забег. Поэтому вы наводите порядок и организовываете, причем так уверенно, надежно. Ну, знаете, как боги, высшие силы вам в этом помогают. Именно для себя определить не просто на день сегодняшний, а какую-то более далекую стратегию и тактику. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне откликаетесь, за вашу душевность и доброту, которые создают определенную ауру на нашем канале. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации и все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.